We hope you will apply again. We hope you will apply again, again, again. You will apply again. You will apply again. В один момент вдруг ночью я смотрю, трафик растет. Трафик в Ютьюбе. Это наш клип, тогда был клип. То ли we will we hope you will apply again. Вот. Это по-английски «Мы надеемся, вы подадите заявку нам снова». И этот клип мы сделали, видеоклип снимал. Тогда еще, помню, хороший такой оператор был, добрый, душевный Андрей Нестерук, Андрюшенька такой, да, ходил с бородой такой, в очках круглых, добрый дядька. И Настя Вепрева режиссеркой была. И я смотрю, Антону звоню, говорю: Антоха, смотри, там уже 10 тысяч просмотров. Он открывает, смотрит, говорит: какие 10? 100 тысяч просмотров за ночь, там 100 с чем-то. И, короче, через неделю там за 1 миллион перевалило. И нам звонят со всех сторон, звонят, говорят: ну, ваш клип, ваша песня, все, на ура, в ротацию берем на радио. Еще предложили на телек, мы телек сразу отсекли, потому что это не наше. Телек — это тогда была путинская пропаганда. И мы по Ютьюбу расшарились. Реклама. Ну, тогда еще коммерция была, да, такой. Вот. После этого сразу же мне написал Гройс. Но песня была процессуальность меня накормит. Ну, в общем, да, так вышло тут тоже. Да, что не песня, то какая-то магия, да, какая-то неподдельная спекуляция, какая-то, знаете... Вот, и потом также и через какое-то время Гройс связал нас с Джудис Батлер и с Поль Пресьядо, потому что некоторые песни были основаны на концепциях этих знаменитых и по сей день гендерных теоретиков. Ну и вот мы там то да сё начали вот переговоры по поводу дилда, по поводу остальных важных вещей. И да, и как-то все закрутилось, и нас начали приглашать еще и вот выступать на различных конференциях, на различных семинарах, Беркли, Оксфорд, ну и прочие университеты, институты. В начале 2000-х то, чем мы занимались, наши повседневные бытовые практики, казались чем-то маргинальным, вытесненным из общепринятого. И то же самое, также и тексты технопоэзии содержали в себе очень радикальную повестку, которая резонировала с общественным, с широким полем. И я думаю, что это два дополняющих друг друга процесса, то, что самоорганизации исчезли из теневого поля, и технопоэзию накрыл такой успех благодаря тому, что эти идеи наконец-то растиражированы в массы и уже приняты как норму повседневного поведения. Мы совпали, конечно, совсем. И сейчас смешно сейчас как-то даже говорить о том, что кто-то может, не знаю, не быть солидарен с идеями равенства и свободы. Это как-то даже неприлично. А сегодня что? Сегодня гастроли, шмастроли туда-сюда. Летаем, сверхреактивные, благо самолеты, мир глобальный стал, везде границ нет, все прозрачно, светлая Россия будущего наступила наконец. Тогда-то об этом мечтать даже не могли. Навальный, там, Люба Соболь говорили: в светлой будущего России будет... Все будут свободны, летать куда хотят, зарабатывать честно.
не будет там всякой вот этой гомофобии, сексизм, логоцентризм, патриархат, все побеждено будет, коррупции не будет. И мы тогда думали, что, ну, да, надо бороться, серьезно все, светлая Россия будущего когда-нибудь наступит, пусть хотя бы наши дети в ней поживут. Так вот, а сегодня это все, когда уже вот так у нас все вокруг, светлая Россия, будущее, то и как бы и желать-то больше нечего, и мечтать не о чем. Но это все в пользу бедных, хотя и бедных-то в России нет уже. Так вот, мы летаем, везде зовут, выступаем, уже кости не те мои, конечно, скрипят все время танцевать, голос тоже уже, связки не те. Но все просят: Роман Сергеевич, прилетайте к нам, выступите, прочитайте свою лекцию «Перформанс», я же еще и с ними выступаю. Мы редко бываем в Петербурге, хотя, в принципе, отчасти эта проблема решена. Мы не так давно решили, ну что ж, все используют, мы тоже ставим использовать. Мы иногда выпускаем голограммы вместо нас, выступать на концертах, потому что хочется, чтобы каждый населенный пункт слышал нашу музыку, потому что очень как-то даже смешно. Мы раньше искали возможности выступить, и сейчас мы пытаемся решить, как нам оказаться одновременно в разных местах. Это очень сложно. И, в принципе, голограммы помогают нам это реализовать. Конечно, сейчас это практически равно живому присутствию. Это очень важно и позволяет миру быть на одной волне, да. Я занимаюсь современным танцем. Может, скучновато для России будущего, но... То есть я не буду объяснять, что значит заниматься современным танцем, да, или что значит заниматься чем-то еще. Я разрабатываю... Я постоянно что-то разрабатываю. То есть я прихожу домой, начинаю разрабатывать. Прихожу... Выхожу во двор, начинаю разрабатывать. Разрабатывать и практиковать. Разрабатывать, практиковать, теоретизировать, менять восприятие. Ну, что это такое? Я еще занимаюсь магией. Я же вообще теоретик партиципаторности, это искусство соучастия. И все соучаствовали, как хоровод раньше русский такой общинный был, а тут наш хип-хоп, русский рэп. Хотя это и оксимирон. Тогда Оксимирон был звездой главной. Где он сейчас? Сейчас его все забыли уже. А Романа Сергеевича все помнят и знают. Мои даже вот эти выражения ушли в народ. Помните, тогда я изобрел вот это «Йоба, easy, real talk, think about it, yeah!» Вот, сейчас шел недавно, и такие мальчишки такие маленькие идут, и друг с другом вот так говорят «Йоба, easy, real talk!» Вот. Я же такой еще поэт, как бы мемы очень люблю, постмем-поэт. И поэтому любые мои фразочки сразу разлетаются на мемы, а потом я их обратно забираю и уже так вот, как такой вот обобществляю, что называется. Не сижу на них, как рутинер, такой писатель, который продает все это, накладывает свое авторское право, а который разделяет все со всеми. Поэтому вот это все вот разделение чувственного по философу Рансьеру, я очень вот это мне импонирует. Тогда у нас еще была такая песня. Ну, «Борщевик», понятно, это был хит. Это хит был. Смешно, что с тех пор, когда доминирующей доктриной во всех сообществах стала модифицированная версия автоматического коммунизма, полностью автоматический космический гей-лакшери коммунизм, толерантный к растениям. Вот. И этот борщевик тогда был таким проповедником тех смешных перипетий, когда нам пришлось договариваться о том, как же нам общаться с растениями вместе и понимать их язык. Сейчас вот это
Это Александра, кстати, я забыла представить. Мы с ней живем не так давно. Песня была «Квир-грибница». Пусть светится имя Твое, да пребудет острый ломай жизнь на земле, никакого царствия и от работы освобожденное тело наше. И тогда тоже вот Марина написала эту песню, мы говорили про базовый доход. Тогда, конечно, все ругались, что как только наступит базовый доход, никто ничего не будет делать, но сейчас-то мы знаем, что такой проблемы нет, и мы все перестали страдать, работая за деньги на каких-то неприятных мужчин и просто неприятных людей. Сейчас приятно, что есть возможность заниматься действительно тем, чем ты хочешь заниматься, не думая о том, где достать денег, благодаря базовому доходу. И вот благодаря этому я сейчас успеваю, в общем-то, не просто заниматься делами группы и дальнейшей разработки технологии голограммных выступлений, но еще я выступаю как патрон современного искусства. Мы недавно открыли Центр современного искусства в Архангельске. Это было очень, очень важно, потому что для миллионника давно пора иметь свой Центр современного искусства. И, конечно, мне с моим статусом художника, с несколькими инновациями и Кандинским достаточно легко поддерживать. Ко мне все приходят просто. И я с удовольствием трачу все свои деньги и время на эту деятельность. Ну, после того, как у нас начались очень серьезные тяжелые гастроли, то есть даже без MP3 формата, все надо было делать живьем, стало очень тяжело. После этого люди переходят на... Ну, то есть мне тоже психологически было тяжело, мы постоянно ругались. Да, и я как бы воцерковился. Я забыл, как это называется. Воцерковился. Блять, не прокатило. Воцерквился, как это правильно? Религия мне запрещает, моя религия запрещает мне... На самом деле запретов очень мало, разве что запрещает много смеяться и шутить. Ну, потому что это сейчас такое время, сами понимаете, что очень тяжело, уже слишком много смеха. И поэтому, да, моя церковь против смеха. Обильного смеха, который был в 2019, например, в 2021. Тогда же очень много было каких-то, как они назывались, каналов, да, всяких стендап-клубов. Ну, стендап — это когда, помните, да, это когда человек на сцене с микрофоном выходит и шутит шутки, а в зале люди смеются. То есть, вообще полный, понимаете, да? Вот, то есть к 2027-му все уже от этого устали. И я как-то обнаружил, что да, есть такая организация, церковь Лакрицы, и вот они приняли меня. Ну да, я считаю, что Марина сейчас, конечно, слишком много смеется. Поэтому я сейчас не могу нарадоваться, что я могу смеяться. Смеюсь каждый день. Я постоянно с ней об этом говорю. Мы какие-то даже находим... вроде как находим какие-то решения. Но к нам в церковь она еще не хочет и опасается. Но я думаю, мы что-то с этим сделаем. Да. Мне, конечно, тяжело от этого.